Конечно, заметна разница. Покрасил стол вверх ногами. Так выглядит пол теперь. Такая тут пыль. Сейчас буду его переворачивать, красить с верхней стороны и завтра покрывать лаком. А также покрасил вот эту одну детальку, но ее надо еще чуть-чуть докрасить. Тут я видел не прокраса. И вот в этом месте тоже, где она висела, по-другому чуть повешу ее. А сегодня я планирую докрасить все детали и покрыть лаком Веспу. Сейчас буду переворачивать стол. Это, конечно, то еще удовольствие. Подложу картонку, чтобы его не портить, если случайно коснется пола. Да, вообще, наверное, буду красить на картонке. Буду красить на картонке его, чтобы когда там красишь нижние части, не налить краску на пол. По старинке берем ацетон, тряпку и протираю. Использовать новый респиратор, такой простенький, посмотрю, как он. Нижняя часть прокрашена. Теперь перехожу к средней. Почти докрасил. Сейчас последние штрихи, будет сушиться, и тем временем я займусь Веспой. Баллончик закончился, сейчас новый возьму. Все, пока что хватит, пускай подсохнет. Перед вторым слоем замою грунтовку на заднем креплении, пока все сохнет. Камера разрядилась от перегрева. Я тем временем нанес второй слой сюда, подвесил эту деталь для повторной подкраски, подкраски. До конца зачистил эту, вот эту. И сейчас буду их подвешивать. Все, детали обезжирены, подготовлены. Осталось их покрасить. Покрасил первый слой, получилась, конечно, полная фигня, скорее всего. Ну, что есть, то есть. Завтра посмотрим. Новый день. Краска высохла, лак высох. Конечно, на ощупь хорошо, но да, все осталось как и было. Здесь это рябь, здесь подтек, здесь точки. Возможно, попробую заполировать, но чуточку позже. Вот так выглядит пол, вот так выглядит шланг от пылесоса. На камеру не видно, мне видно. Вживую он прям светится. Вообще, все в этой желтой краске, весь пол. На камеру не так это передается, как в реальности. Просто весь пол везде желтое. Эти детали я уже посмотрел, получилось хорошо. Первый слой, то есть вот это уже полностью готово, я буду лачить. Эти две, вот это и это, на нанесение второго слоя. Вот это у меня были детали, они вообще без ничего, без шпаклевки, и без, даже я их даже не обезжиривал. Это детали, вот это. И это крепление траверса двигателя, которые нужно будет переделывать. Они будут сменные под разные двигатели, и я неправильно сделал конструкцию. Я когда буду собирать, покажу, что я сделал неправильно. Потом мне когда-нибудь в этой жизни доеду с Китая с Олимблоки, и я ее переделаю. Вот там маленькая, наверное, тоже готова. Будет лачиться. Вот это уже залачено. Окей, ну и стол. Не трогать не буду, чтобы не обезжиривать, буду лачить его сразу. В общем, сейчас переодеваюсь и приступаю к покраске. Ставлю камеру и начинаю с покраски деталей. После перехожу к лаку. Одна готова, вторая готова. Так, теперь буду заниматься лаком. Начну со стола.
Это фейл. Все, это жопа. Я вставал и зацепил деталь. Она упала вот прямо в ту грязь. И вот что с ней сейчас. Вот такие у нее дамаги. Она только что покрашенная. Придется ее ждать, пока она высохнет, обработать и заново красить. Ой, блин. Ладно, лачу дальше стол, потом с ней разберусь. Что первым делом я лачу все изнутри, там с подтеками, со всеми делами, потому что много полостей, которые надо пролачить. А я это делать правильно не умею, поэтому будет с подтеками. Потом сейчас их пособираю салфеткой. И нет, вначале залачу все, потом пособираю салфеткой подтеки. Скорее всего, так делать неправильно, но так как я ничего не умею, делаю как могу. Потому что мне хочется уже быстрее с этим закончить и начать установку двигателя и свои эксперименты. Так, первый слой нанесен. Получилось прямо очень ужасно. Подтеки примерно вот такие. Там он вообще капля лежит, да, ее видно. Ну, в общем, сделал как умел. Остается так. Сейчас посмотрю, если где-то висят прям капли. Да, они висят. Сейчас прям вместе возьму салфетку и соберем их. Вот они висят. Я подношу. А, все, лак уже схватился, поэтому не получится. Тогда и черт с ними. Все, будет так. Версия 2.0 уже будет в идеале. В данный момент на этой версии стола стенда мне нужно вообще прогнать модель, понять, что это рабочая история, что стенд работает так, как надо, собрать данные, которые будут учтены в версии 2.0. У меня есть уже идеи, как его переделать. Вместо уголка использовать прямоугольный профиль вот так. Вот это все добро сделать по-другому. Использовать вместо здесь квадратных труб полосу. Сзади приварить гайки для крепления двигателя. Посмотрим. Если я еще захочу сюда диностенд делать, посмотрим, хватит ли для него здесь места и будет ли достаточно жесткости. Если нет, то, естественно, в скором времени будет версия 2.0 уже с диностендом. Но пока мне его надо никак можно просто доделать и уже начать на нем гонять двигатели с турбой и просто начать постепенно делать двухцилиндровый. В общем, планов много. Продолжаем красить. Давайте вместе с вами буду красить, точнее лачить. Все равно стараюсь по чуть-чуть, и все равно вот уже течет. Ну, короче, не умею я работать с красками, с лаками. У меня и опыта как такового почти никогда не было. Да и не особо нравится мне это. Ну, сейчас делаю, потому что хотел как лучше, но и хотел сделать все сам, чтобы наработать свои скиллы и понимать всю методику. И потом, когда мне будут делать, допустим, версию 2.0, то есть сварку и все это буду заказывать. Покраску буду отдавать в порошок. То есть, так скажем, эта версия стола, это тестовая версия. Вообще предсерийная. Потом, возможно, такие стенды потом будут в продаже. Для тюнеров это актуальная история. Блин, что-то повисло. Надо еще пшикнуть туда. Так, ладно, пускай сохнет это. Стол тоже пускай сохнет. Как подсохнет, я проверю, где есть непрокрасы, и докрашу их. Сейчас туда перехожу к лачению остальных деталей мелких. У меня их тут вот 3. Сейчас возьму новый баллон. Так,
третий баллон за сегодня. Мусорка вон уже с горой, надо ее вынести. Но той деталью, вон, которая упала, надо ее исправлять. Закончу с лачением и буду расчехлять Веспу. Какой красивый цвет под лаком получился. Это были вообще самые неподготовленные, самые детали, которые должны были быть на переделку, но я решил их не оставлять без краски, покрасить, они получаются достаточно красиво. Конечно, подтеки лака, как обычно, это у меня всегда. Ну ладно, мне главное, чтобы был функционал и все работало как надо. Внешний вид и подтеки эти уже черт с ними. Прям капли капают, соберем лишнее. Так, что у меня осталось? Наверное, вот та уже, которую я подкрашивал, готова. Давайте я ее нанесу лак, она уже была полностью готова. И осталась только одна, которая упала. Камера выключилась от перегрева. Не знаю на каком моменте, сколько записалось. Охладил ее воздухом, поменял батарейку, все заработало. Так, сейчас буду расчехлять Веспу и смотреть, как получилось, какой там бортик. Мне надо сейчас долачить, прибраться здесь, чтобы было чисто более-менее, и снимать двигатель у Веспы, чтобы порегулировать клапана. В принципе, частично этим можно заняться сейчас, но в первую очередь сейчас я займусь докраской всего того, что надо. У меня тут еще стоит приборная панель, сейчас я посмотрю, как она выглядит. С ней все хорошо, в целом можно покрасить железо вот это по бокам. Покрасить железо, чтобы не ржавело. А саму приборную панель оставить и покрасить потом, когда я еще доделаю все выключатели. Мне надо выключатель массы поставить, возможно еще что-то. И примерить датчики. Возможно, если надо будет расширять отверстие, чтобы спокойно сделать. Тут займусь покраской приборной панели. Покраска чисто номинальная, в один слой, такой нежирный, и только по краям, только по железу. Так, сейчас я сперва беру на столе и вообще займусь порядком на столе, когда подготовлю, покрашу приборку. И в целом надо заняться порядком, все набросано у меня, жуткий бардак. Такого обычно не бывает, но сейчас прям много такого. У нас говорят балагана. Если звук плохой, заранее извиняюсь, я в маске, у меня нет пока что микрофона. И я не знаю, какой микрофон хорошо бы работал с 13 GoPro по Bluetooth, потому что DJI Mini по Bluetooth дает плохой звук. А подключать ресивер по джеку и ставить медиамод на GoPro я не хочу, потому что она станет большая, и это все неудобно делать. Неудобно менять батарейки, неудобно охлаждать камеру, когда она перегревается, если долго снимаешь. Вот, видосы по полчаса, одним дублем, камера сильно перегревается в помещении. Буду делать без грунтовки, не хочу этим еще заниматься. В принципе, я вижу по этим деталям, что краска ложится хорошо. Только вопрос, куда ее повесить, у меня тут особо нет места. Все дюбеля, что были над воротами, я уже потратил. Посмотрю с той стороны, может быть, есть. Вообще не потратил, они уже заняты. Нет, с той стороны не получится, потому что мне же надо будет оставить деталь, когда я уйду, чтобы она сохла. Внутри, соответственно. Вариант перекинуть веревку через трубу. Давайте попробуем. У меня длинная веревка, я ее уже показывал. Все получилось с первого раза. Сейчас я ее распутаю и подвешу деталь здесь. Вот так это получилось. Вот я заякорил за мойку деталей. Вот и сейчас буду красить. Красить буду бордовой краской. Понравилась она мне цвет, как выглядит. Все, готово. Можно считать, что приборка покрашена. Предварительно покрашена, просто чтобы не ржавела. Так, в целом лак уже достаточно хорошо застыл. Сейчас я буду искать места, где не прокрашено, и докрашивать. Просто не сказал. Мне важно покрыть все таким толстым, хорошим слоем лака, потому что голая краска
при попадании бензина и особенно тормозухи сразу же будет плыть и отставать. Особенно от тормозухи. Тормозуха вообще не дружит с краской, когда нет лака. Даже когда лак, если тонкий, то она погнает. Чуть-чуть села красная пыль от краски. Ее не видно, но она чувствуется, что шершавая поверхность. И когда попадает лак, она становится сразу же чуть-чуть с бордовым оттенком. Это видно вот здесь и вот здесь, где попал лак и появились крапинки бордовые. Конечно, все дело надо делать по отдельности, ну ладно. Так, окей, займемся пока что наведением порядка. Шкиц многострадальный после всех сварок и всего вот изготовления, так они выглядят. Пора им отправляться в мусорку. Тут актуально крепление на голову купить. Ой, не купить, а оно у меня есть на голову или на грудь, но не с собой. Для очистки инструмента у меня воздух и мокрая тряпка. Если недостаточно мокрой тряпки, использую очиститель. Инструмент должен быть всегда чистый, чтобы его можно было взять чистыми руками, поработать и с такими же чистыми руками остаться. Если получилось, что берешь грязными руками, то, соответственно, за собой инструмент нужно очистить полностью. Так, все, один готов. Ну, не совсем, не нравится мне чистота. Помогу. Тряпка, очиститель тормозов. Вот так. Идем далее. 320-я. Поехали. Вязкая, цепляется, но прям скатывается. Блин, как корона коробку ставила, она оставляет следы. Об этом не подумал. Так, вроде как она готова. Сейчас ее обезжириваю и повторная покраска. Решила ощупать стол уже. В принципе, очень хорошо встала, но чуть-чуть подожду тогда. Покрашу вначале эту деталь, потом протру весь стол полностью ацетоном. И в места, где не пролачил, долачу. Убираю зеленую краску на склад краски. Здесь она мне больше не пригодится. Еще уберу бордовую. У меня колпачок сейчас найду. Пока что тоже она не нужна. Короче, будет колпачок yellow на бордовой краске. Вот так. Так, хорошо, давайте перейдем к столу и его долачиванию. Пока я закончил с покраской, с нанесением лака, сейчас займусь потихонечку уборкой. Вот шорты упали на пол и сразу же нацепляли желтые краски. Ну, все, это в стиль. Пакет с растворитель, грунтовка от ржавчины и краска уличная. Краска мне для балкона надо сделать крепление тента. Я закажу, чтобы мне сварили конструкцию. Это анкера, которыми я буду крепить это все дело. Анкера с ушками. Такие и такие. И гайки на 10, которые у меня закончились. Так, займемся уборкой. Что, надо пылесосить все это дело потихоньку. Ну, конечно, заметна разница, особенно вот здесь. Прям ужас. Но этим я займусь чуть позже. Выкину мусор наконец-то. Займусь чуть позже, когда буду делать уборку. Пока сейчас сдую воздухом отсюда все это желтое, чтобы не бросалось в глаза. Теперь можно
можно выкинуть вот эти вещи уже смело. То я надеюсь, уже грязи не будет такой. Сегодня я буду заканчивать покраску, точнее нанесение лака. Вот уже открыл ворота, положил стенд, буду прокрашивать то, что не прокрасил с нижних частей. Вот здесь, вот эти места, все, короче, будут докрашивать. Ну, там чувствуете, что не прокрашено, не пролачено. Детали, в принципе, уже почти высохли, уже достаточно твердые, но локтем еще берется. Также привез колесо для бигблока, который с барабанным тормозом. Чуть позже попробую его поставить, посмотрим, как оно станет, оно вообще не оно. И на него же новую резину. Резина, конечно, 21 года, но мне для тестов она пойдет. Колесико, конечно, маленькое, хотя резина такая толстенькая, профиль высокий. Чищу, продую веску от пыли и начну деинсталляцию двигателя, с нее регулировки клапанов, но это будет уже в отдельном видео по регулировке клапанов и как круто это устроено на веспе. Все, можно считать, что готово. Стенд долачен. Пока пусть постоит так, чуть позже его подниму и уже оставлю сушить. Сейчас займусь чисткой подъемника. Чистить буду просто мокрой тряпкой, потому что дуть не могу, чтобы эта вся пыль не прилипла на пол. И вот так вот фигачу. И это, и веску, все вместе. Только веску возьму другую, более чистую тряпку, чтобы ее не царапать еще дополнительно.